Всем привет! Вчера я написал новый интерфейс для генерации каверов и опубликовал его в своем телеграм-канале. Если хотите получать новости всякие интересные по моему блокноту RVC, по другим моим блокнотам в коллабе, то подписываемся на телеграм-канал. Ссылка на него будет в описании, думаю, найдете. Итак, переходим по ссылке на этот блокнот, спускаемся ниже, тут есть Gradio. Нажимаем на эту стрелочку, и вот, Paul Litris GUI. Открываем его и запускаем установку. Можно запустить сразу и установку, сейчас выполнить, можно запустить сразу и установку и запуск интерфейса. И просто ждать. Пока идет установка, скажу, что у меня тут в будущем будет не только генерация каверов. Я сейчас занимаюсь интерфейсами для тренировки моделей и для преобразования текста в речь. То есть TTS, кому как удобно. Как только эти интерфейсы будут написаны, я их сразу выкладываю на блокнот, оповещаю всех в телеграм-канале и прошу всех тестировать. Говорить мне все свои ошибки, которые там выявятся, писать, что добавить, чего убрать. Я это все читаю, слушаю, и если что-то интересное, то добавляю в интерфейс. После полного завершения установки и запуска интерфейса нам выдает ссылочку Running on Public URL, переходим по ней. И у нас открывается Gradio интерфейс. Вот такой у меня приветственный экран тут. Переходим здесь к CaverGen сверху. И вот наш основной интерфейс. Для загрузки модели нужно зайти во вкладку «Загрузка модели», в принципе, очевидно. И тут есть два варианта. Загрузить по ссылке. Ссылки пока что доступны только с Pixel Drain и с Hugging Face. На них ссылочки тоже в описании оставлю. И можно загрузить локально. Я загружу локально, то есть открываем эту страницу. И вот у нас есть zip-архив. В zip-архиве должно быть два файла. .pth и .index. Закидываем этот архив сюда. Пишем здесь имя любое. Я напишу Цой, так как модель Виктора Цоя. И ждем, когда тут появится вес нашего архива. Вот он появился, и нажимаем «Загрузить модель». Все, модель Виктор Цой успешно загружена. Переходим в CaverGen, нажимаем «Обновить список моделей», и вот наша модель. Дальше блок «Входная песня». Тут можно либо загрузить ссылку с YouTube, либо указать локальный путь. Например, вот здесь куда-то загрузили файл. Создать файл. Нажму просто для примера. Нажимаем три точки, скопировать путь и сюда вписываем. Можно также загрузить файл с устройства. Нажимаем и выбираем наш файлик. Дальше у нас блок, отвечающий за тон, то есть тон голоса, тон вокала и общий тон, типа тон сразу и музыки, и голоса. Он пока что не работает, ошибку вызывает, позже я это исправлю. Дальше у нас идет вкладка «Настройки преобразования голоса». Нажимаем на нее, и тут есть 5 параметров. Скорость индексации, радиус фильтра, скорость смешивания RMS, скорость защиты и метод выделения тона. Эти и другие параметры я трогать не буду, оставлю все на вас, поэкспериментируйте, выберите подходящие параметры для своей песни. Для каждой песни параметры индивидуальны, нет идеальной настройки, подходящей для всех песен. Ну или можете не запариваться, ставить на все песни одинаковые настройки и радоваться. Дальше у нас вкладка «Настройки сведения аудио». Тут есть изменение громкости, основного вокала, бэк-вокала и музыки. Дальше подвкладка «Реверберация». Тут можно настроить реверб. Тут тоже все почитаете сами, настроите под себя. Единственное, что скажу, уровень сухости лучше не трогать. Потому что если его сделать на нолик, то звук вашего вокала пропадет. Дальше вкладка «Эхо», компрессор, фильтры всякие разные и подавление шума. Дальше тут есть кнопка «Генерировать», которая генерирует AI-кавер. К ней вернемся потом. Блок с выбором формата вашего выходного аудио и кнопка «Сброс всех параметров». Если что-то натыкаете, вот сейчас, например, вот так сделаю, хоп-хоп, хоп-хоп, нажимаем «Сброс параметров», у нас все сбрасывается. И сразу скажу, тут есть вот такая вот подляночка. Теперь нельзя выбрать модель. Придется либо загружать новую, либо открывать интерфейс по новой. Выключаем и включаем. Ничего сложного. Опять ждем ссылочки, переходим и пользуемся дальше. Вот я перезагрузил интерфейс, модель на месте, просто выбираю ее и придется по новой загрузить наш файлик с песней. Дальше нажимаем «Генерировать» и ждем выполнения. При генерации каждой новой песни она будет чуть подольше. Если вы сгенерировали уже одну песню и нажимаете повторную генерацию, то генерация будет уже побыстрее идти. При первой генерации идет разделение песни на вокал-инструментал, отделяется бэк-вокал, сносится реверб, эхо и всякая такая фигня. А потом уже идет генерация вокала. Второй раз вы генерируете этот же трек, идет просто генерация вокала без всяких разделений. И так с каждой новой песней будет. После генерации нам выдает плеер, можно послушать, и есть у нас тут промежуточные аудиофайлы. Можно открыть, и тут есть преобразованный вокал, то есть уже замененный голос. Есть просто вокал,
бэк-вокал и инструментал. Можно каждый файлик скачать по отдельности, а можно не скачивать. Послушаем, что у нас получилось. А девушка пьяна уже который день. Вот слышно, что с ревербом чуть-чуть перебор. Можно открыть, вот реверберация, и снизить вот эти вот два параметра. И по новой нажимаем генерировать. А девушка пьяна уже который день. По уши влюблена, чужие прелести, зеленая бана. Ну вот по тону еще можно чуть влево дать. Вот так, на 5 дам. А девушка пьяна уже который день. По уши влюблена. Кстати, советую зайти вот в фильтры. Я это позже сделаю по умолчанию. У вас по умолчанию будет на нолике, так что ничего тут менять не надо будет. Я сделаю на нолик, чтобы вокал был чуть потише. Сейчас проверим. А девушка пьяна уже который день. По уши влюблена, чужие прелести, зеленая бана. Натурила ее тень, размыла поцелуй, что падает челюсти, от того-то ждет вокзалы, кого-то ждут домой, ее никто не ждал. Короче, вот такой кошмар у нас получился. Этот интерфейс, можно сказать, еще в бета-версии. В будущем еще много всего добавлю, много чего изменю. Тут стоят ужасные модели разделения песни на вокал и инструментал, их тоже заменю. Все, думаю, больше нечего показывать. Пользуемся, пишем комментарии, ставим лики, нажимаем subscribe и подписываемся обязательно на телеграм-канал. Всем пока, всем удачи!